Всем привет, дорогие друзья! Это 4-я глава рассказа о сюжете Lineage 2. Рожденный в результате генезиса мир и созданные богами живые существа сформировали известную нам игровую вселенную. Наполненные духами стихийные миры подчинились богам, детям Эйнхасад и Гренкаина, получившим власть над стихиями. В материальном же мире властвовали гиганты, почитающие богов. После заточения динозавров на отдельном острове им практически некого было бояться. Мир находился в гармонии и процветал. Таким было время накануне катастрофы. В этом ролике мы поговорим о трагичной судьбе богини Шилен, рождении монстров и драконов, страшной войне богов, создании смерти и последствиях катастрофы. Опозорившись в попытках, подобно другим богам, создать собственную расу, Гренкаин по-прежнему желал доказать, что способен сделать это не хуже них. Выброшенные в чистилище формы бездуха, названные демонами, и созданные из непригодных остатков всех духов ни к чему не способные люди были напоминаниями о его неудаче. В то же время спасение мира от динозавров, рассмотренное в предыдущей главе, было пиком могущества и популярности Шилен. Не только храбрый народ Элроки, но и гиганты и все разумные существа почитали Шилен как смелую и заботливую богиню воды, защищавшую и любившую всех живых существ. Другие боги не могли сравниться с Шилен и смотрели на нее с большой завистью. Полученная популярность сыграла с ней злую шутку. Впечатленный величием своей дочери, Гренкаин возжелал ее. Он был свободолюбивым богом и не хранил верность Эйнхасад. Он любил многих. Детьми бога хаоса были не только боги, рожденные от Эйнхасад, но и, например, рожденный от женщины-гиганта полубог Тысячеглазый Аргос, подробнее о котором мы говорили в предыдущей главе. Мудрая и добрая Шилен стала жертвой похоти своего отца. Гренкаин соблазнил свою старшую дочь. Скрывать все от Эйнхасад стало невозможно, когда Шилен забеременела. Судя по официальному комиксу NCSoft, Гренкаин сделал это намеренно, ожидая, что так будет рождена новая, самая прекрасная раса, ведь она унаследует черты самой красивой, смелой и умной из его дочерей. Узнав о связи Шилен и Гренкаина, Эйнхасад пришла в ярость. Лишив свою дочь власти над водной стихией, Эйнхасад изгнала Шилен. Гренкаин проигнорировал тяжелое положение Шилен, и ее некому было защитить. Бывшая великая богиня воды осталась наедине со своим несчастьем. Будучи беременной, Шилен бежала на восток. Глубоко в чащобе темного леса она родила, проклиная мать и отца каждый раз, когда наступали схватки. Дети, появившиеся на свет после ужасных родов, несли в себе отчаяние и гнев проклятий Шилен. Все они стали монстрами. В английской и русской локализациях монстров часто переводят как демонов, что создало путаницу. Шилен не рожала демонов, только монстров. История создания демонов была показана в ролике о создании рас. Самыми могущественными и сильными из монстров были драконы. Дракон земли Антарас, дракон огня Волокас, дракон ветра Линдвиор, дракон воды Фафарион, дракон света Ауракирия и дракон тьмы Скельд. Унаследовавшие кровь Гренкаина, по силе они были сопоставимы с богами. Собрав вместе силы своих повзрослевших детей, Шилен создала армию, чтобы наказать богов. Могучие драконы были поставлены во главе армии монстров, чтобы сразиться с самими богами. 6 драконов против 6 богов. Услышав об этом, дракон света Ауракирия с грустью взглянула на Шилен и промолвила: «Мать, ты не знаешь, что делаешь. Неужели ты в самом деле хочешь уничтожить богов? Неужели ты хочешь заставить своего отца, мать и братьев пасть на землю и утонуть в их собственной крови?» Но слова Ауракирии не изменили намерения Шилен. И вот, наконец, началась кровавая битва, и армия драконов ворвалась во дворец богов. Сила, которую продемонстрировали 6 драконов, разрушив дворец до основания, заставила бояться даже богов. Казалось, напряженная битва будет продолжаться, пока весь мир не будет уничтожен.
Но боги и ангелы не думали сдаваться. Многочисленные посланники богов и монстры пали в битве. Каждый день сверкала молния и грохотали раскаты грома от того, что в небесах сталкивались такие мощные силы. Гиганты и все прочие живые существа дрожали от страха, наблюдая за битвой на небесах. Каждый дракон противопоставлялся богу с противоположной стихией. Например, бог огня Паагрио, именуемый орками генералом небесной армии, бился против дракона воды Фафуриона. Слуга Фафуриона Шика, называемый Шикой Тайфуном, и слуга Линдвиора Нага Буреносец убили множество посланников богов. Битва продолжалась вот уже несколько лет, и постепенно чаша весов склонилась в одну сторону. Несмотря на множество тяжелых ран, Эйнхасат и Гринкаин были сильнее и уничтожили огромное количество монстров. Драконы продолжали сражаться, несмотря на глубокие раны и многочисленные шрамы. Их усталость становилась все более и более заметной. Они стали терпеть поражение. Книга сказаний героя рассказывает, что дракон тьмы Скельд, пронзенный копьем света Эйнхасат, рухнул с небес и исчез залечивать раны. В карточках L2M говорится, что дракон огня Волокас попытался захватить пламя вечности, зажженное Паагрио для орков, но жрица огня Сераф пожертвовала собой, чтобы одолеть Волокаса. Монстр чудовищный дракон потерял обе руки, а черное лезвие два крыла, после чего оба упали на дно чистилища. Постепенно стало ясно, что эта война кончится полным разгромом армии Шилен. В конце концов, драконы, расправив крылья, спустились на землю, чтобы спастись. Выжившие монстры поступили так же. Хотя боги горели желанием полностью уничтожить вражескую армию, они слишком ослабли, чтобы преследовать их, поэтому лишь сидели и наблюдали, как те бегут. После того, как ее дети были уничтожены один за другим, убитая горем Шилен спустилась на дно чистилища. Сжалившись над своей растленной дочерью, Гринкаин разрешил всем умирающим существам вместо ухода в небытие отправляться к Шилен. Так возникло такое понятие, как смерть, пришедшая на смену исчезновению. В чистилище, куда спустилась Шилен, обитали выброшенные создания Гринкаина, формы без духа, называемые демонами. Брошенные туда, как в тюрьму, они выжили и стали развиваться в суровых условиях, негодуя на покинувшего их создателя Гринкаина. В чистилище правят 4 короля демонов – Малрук, Триоль, Бремнан и Халиша. Из-за тоски по материальному миру и злобы на всех его обитателей, демоны более всего стремятся получить возможность вторгнуться в этот мир. Спустившаяся в чистилище Шилен заключила с королями демонов контракт. В обмен на превращение самой глубокой части чистилища в мир мертвых, Шилен по контракту дала возможность демонам манипулировать мертвыми. Собрав всю свою печаль и отчаяние, Шилен использовала меч Айгис, чтобы рассечь реальность и создать мир смерти. Клинок богини смерти прозвали скорбным мечом и ключом к преисподней. Живым воплощением этого меча является монарх отчаяния Айгис. Теперь, после смерти, все существа в виде сфер души попадали в мир, где правит Шилен. Мир свержения, который можно видеть в современных версиях игры. В описании одного из итемов основной версии шепот, плененный в сфере души, говорит, что мир свержения — это место, что скрыто в глубине тьмы, наполненной криками и отчаянием. Причем сама концепция со сферами души существовала уже в C2, где игрок, убивая Кабрио, забирал сферу с душой жены Риорина Рейры. Факт заключения контракта между Шилен и демонами ранее был известен только по гайдбуку времен Камаэль, однако в появившейся не так давно книге сказаний героя подтверждается, что 4 королей демонов повелевает ордами нежити благодаря власти, которую им передала Шилен. Короли демонов получили в подчинение 12 лордов смерти, выполняющих их поручения в соответствии с контрактом между своими хозяевами и Шилен. Судя по всему, сами демоны не могут попасть в материальный мир, пока их не призовет кто-то из живущих там существ, а лорды смерти пробиваются в него сами.
Лорды смерти служат непосредственно королям демонов, каждый какому-то конкретному, но друг с другом не особо кооперируются и даже наоборот конкурируют между собой. Известны имена 3 из 12 лордов смерти. Халлет, который служит королю демонов Малруку, а также Ипос и Шакс, которые пришли в материальный мир по просьбе Халлета. Но с Халлетом они не сотрудничают. Примечательно, что хотя их и называют демонами, в игре они имеют расу нежить, то есть происхождение их связано со смертью Ишилен, которая по контракту передала их в непосредственное подчинение королям демонов. Также известно о существовании 5 лордов алчности, создавших 3 орудия ада – Терракан земли, Гесиос ветра и Ротар огня. Изначально они не обладали примечательной силой, но поглотив часть души драконов, переродились в новых существ. Терракан земли поглотил часть души Антараса, Гесиос ветра Линдвиора, а Ротар огня поглотил часть души Волокаса. Став править в созданном мире мертвых, Шилен стала богиней смерти. Стоит отметить, что в ранней, впоследствии измененной версии корейской легенды, Шилен показана более сложным персонажем, являющимся не столько абсолютным злом, сколько фигурой, чья история – это история насилия, несчастья и предательства, вынудившего ее из всеми любимой богини воды стать жестокой богиней смерти. Там говорится, что после войны с богами Шилен стыдилась и оплакивала содеянное. И в то же время думала о несправедливости изгнания из материального мира и лишения власти над водной стихией. Прежде всего, Шилен злила то, что ее отец не узнал своих внебрачных детей и что они испортили мир. Мысль о том, что ее любимая земля была изуродована детьми, которых она родила, постепенно довела ее до состояния биполярного расстройства и маниакальной депрессии. Сила разрушения Гринкаина сотрясала ее тело, и иногда она вызывала побуждение разрушить все. Причина, по которой рожденные ей монстры желают разрушить мир, связана не только с гневом и отчаянием Шилен, а прежде всего с семенем бога разрушения. После поражения в войне с богами, Шилен более не хватало сил, чтобы снова бросить им вызов. Однако из-за опрометчивого решения Гринкаина, сделавшего так, чтобы после смерти все существа вместо исчезновения попадали к Шилен, постепенно мир смерти полнился все новыми обитателями. Богиня смерти копила силы. Спустя много веков император Шунайман, благодаря помощи Эйнхасад, запечатает Шилен и закроет ордам монстров доступ в материальный мир запретными вратами. Стражники говорят, что именно там она родила монстров и спустилась в чистилище. В клиенте беты локация Печать Шилен выглядела еще грандиознее. Это был широкий проход между двумя громадными горными массивами. Его внешний вид полностью совпадает с тем, что изображено на концепт-карте. При этом там, к востоку от врат, находятся обширные земли, среди которых есть зона Проклятый лес, а в легенде Шилен рожала монстров именно в лесу. К тому же в прелюдовском квесте на марку Искателя говорилось, что Шилен рожала в восточных землях. В ряде источников это место фигурирует как Святая Земля Шилен. Однако в наших интервью с создателями Lineage 2, которые вы можете найти на канале и по ссылке в описании, Рауль Ким и Хён Мин Ли уточнили, что под Святой Землей Шилен подразумевается именно место, где установлены врата, а не вся зона за ними. Тот факт, что переход из квадрата 2518 в 2618 перекрыт неестественно прямой линией и не имеет конкретного названия охотничьего угодья, на самом деле связан с тем, что разработчики предполагали, что этот район будет только в сеттинге и не станет игровой зоной. План состоял в том, чтобы развиваться в заданном порядке: Аден, затем Ильмор, а затем Грация. Если все еще нужно будет развивать мир после этого, то Авелла. Этого уже достаточно. После появления смерти и заключения контракта между Шилен и королями демонов, получивших право манипулировать мертвыми, в мире появляются новые существа – нежить. Первый вид таких существ – это призраки. Нежить, у которой нет тела.
Это души мертвых, вызванные через часть остатков живых существ, таких как череп, и наполовину материализованные силой черной магии в облик ночных кошмаров. Самые распространенные виды призраков полупрозрачны из-за недостаточной материализации, не имеют ног и движутся в воздухе. Также в мире появляются скелеты. Обычно это существа из-за сильной обиды, заключившие договор с демонами и воскрешенные в виде скелетированных останков. Из-за недостатка интеллекта они либо полностью управляются как марионетки, либо нападают на всех без разбора. Третий вид нежити – это зомби. Их часто можно встретить в местах сражений и казней. Как и скелеты, они часто возрождаются обидами, полученными при жизни. Иногда существа, убитые и повешенные на дереве, из-за сильной обиды также могут воскреснуть и превратить в нежить все дерево. Тогда оно выкапывает свои корни и оживает. Самыми умными существами нежити являются вампиры. Они появляются по особому контракту с демонами и обладают таким же умом и внешностью, как при жизни. Единственное отличие – это серая кожа и крылья летучей мыши. Пользоваться нежитью стали как демоны, так и слуги Шилен, оставшиеся в материальном мире ожидать возвращения богини. Например, созданная во время войны с богами королева народов Алибати Тимис, способная управлять мертвыми и использующая суккубов в качестве слуг. Королеве Тимис служит жрица Шилен Хисилром. Она считает королеву частью богини, которая упала на землю, и продолжает совершать ритуалы в честь Шилен, принося ей в жертву кровь невинных. Посланец Шилен Кабрио занимается сбором бесчисленных душ, бродящих по земле, и доставляет их в преисподнюю. Война богов и изгнание Шилен навсегда изменили мир. Ставшие жертвой своей доброты и популярности, похоти отца и ревности матери, Шилен навсегда затаила обиду и желание отомстить. Потеряв мудрую богиню воды, ставшую повелительницей смерти, мир более уже не будет таким прекрасным и гармоничным, как ранее. Разрушительные последствия тех событий будут откликаться во всей последующей истории, которую мы и будем узнавать в следующих роликах. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также буду рад видеть вас в нашем телеграме. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. И это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.